Здравствуйте, с вами Алена Полынь. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, зачем обычному человеку, который живет своими какими-то бытийными проблемами, магия. Зачем я тащу всех в магию, как выражаются многие? Зачем я это делаю? Ведь магия удел избранных, и глупо простую домохозяйку или человека, который вообще далек от магии, всю жизнь читал газету «Спорт», тащить в магию. Я постараюсь вам ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, значит, магия – это наука всех наук и религия всех религий. Это единственная возможность человеку познать свою суть, узнать себя. Ведь основное, что должен понять человек для того, чтобы самому жить на земле правильно и вести своих детей, это понять, откуда он пришел и куда уйдет. Многие ли из вас могут ответить на этот вопрос правильно? Практически никто. Сейчас не идет вопрос о том, что вы будете сразу изучать глубинные какие-то знания по магии. Будете глубоко окунаться в самые серьезные магические техники. Конечно, нет. Посвящение у меня не говорит о том, что вы обязаны делать сразу какие-то сложные манипуляции магические, сами не понимая, чего вы делаете. Общаться с какими-то силами, с которыми вы не понимаете, с кем вы вообще общаетесь. Мы говорим о том, чтобы вы понимали суть себя, чтобы вы могли понимать, откуда вы пришли и куда уйдете, чтобы вы имели цель жизни, потому что большинство людей живут, не имея цели в жизни, вообще никакой. Вот это все на самом деле очень страшно, более чем страшно. И мне хочется донести до всех, что магия – это единственная возможность человеку вырасти. И если сегодня вы вот так сидите с газетой «Спорт» или просто являетесь домохозяйкой, это совсем не значит, что вам не нужно развиваться, совсем не значит, что вы должны быть биороботом, который с утра встает заведенный, а к вечеру батарейка садится, и он просто ложится спать, который не имеет цели в жизни и живет так, как живут все, чтобы никак не выделяться. Возможно, не в этом своем воплощении вы достигнете больших результатов, но у вас все впереди. У вас появится цель жизни, появится суть, ваша суть, вы поймете себя. У вас появится возможность познать многие истины, которые для вас были сокрытыми. А те истины, которые вам навязывались обществом, которые вы считали за истину, потому что вам это навязали, вы легко увидите, что это обман, всемирная ложь. Поэтому магия – это наука всех наук и религия всех религий. И изучение ее является основным занятием человека на Земле. Потому что человек через нее познает многое. Но здесь я хочу оговориться. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, я вам прямо подчеркну такой момент, что под магией я не подразумеваю делание с утра до ночи каких-то ритуалов, значит, хождение по кладбищам и все в этом духе. Под магией я понимаю именно науку всех наук и религию всех религий. Ваше образное мышление, где образование у вас будет не на листочке, а образование у вас будет как образное мышление, где таким же образом вы будете воспитывать ребенка, где ваша жизнь приобретет осознанность. Вы прекратите есть трупы, прекратите заливать алкоголем свои мысли для того, чтобы не думать ни о чем. С позиции «я хочу расслабиться» или «сегодня праздник». Чтобы быть человеком, нужно заслужить это. И то, что вы считаете, что вы человек, но при этом остаетесь биороботом, страшно. И страшно для ваших детей. Дайте возможность своему роду подняться. Сегодня вы на земле имеете возможность поднять свой род.